Критика и советы – те самые прекрасные вещи, которые позволяют нашему обществу двигаться вперед. Не так ли? Мы открываем изобретения благодаря ним, создаем новые произведения искусства, запускаем ракеты в космос. А что если наоборот? Что если в половине случаев критика и советы приносят только вред? Возможно, мы могли бы иметь в 2 раза больше изобретений, произведений искусств и ракет в космосе, если бы в нужный момент та самая критика отсутствовала. Всем привет, с вами Галай, и именно эту тему мы с вами в этом видео и обсудим. Почему я вообще решил поднять этот разговор? Пообщавшись с разными людьми, и в частности сравнив европейский менталитет с российским, я заметил одну очень интересную особенность. Если в Европе вы совершаете какую-либо ошибку, по крайней мере, если это не связано с чем-то в плане здоровья или какими-то особо крупными деньгами, скорее всего, вам особо ничего не скажут. Вам скажут: молодец, что ты попробовал, продолжай в том же духе, и в будущем у тебя обязательно все получится. И на этом все. В то время как в российском менталитете у нас все время принято аж чуть ли не винить за ошибки, то есть тем самым критиковать и постоянно давать советы. Особенно явно это проявляется в школе, где, когда вы получаете плохую оценку, учителя в половине случаев так и жаждет наказать вас перед всем классом, как бы выставить вас и сказать, что именно вы позорите весь класс своими плохими оценками. И примерно все то же самое происходит с советами. Я думаю, вы знаете это выражение лица, когда человека просто распирает от того, чтобы дать вам совет. Еще чуть-чуть, и он больше не сможет сдерживаться. Конечно же, не буду лукавить и сам иногда излишне критикую, либо даю советы там, где этого не стоило бы. Почему я, кстати, ставлю эти термины рядом друг с другом? Критиковать и давать советы. А все потому, что теоретическая их цель одна и та же – помочь улучшить конечный продукт. Либо же жизнь человека или то, что он делает. И можно тогда сразу подумать, а что же в этом плохого, если мы пытаемся помочь? Да, наши методы порой достаточно жесткие. Да, может быть, это чересчур грубо. Но ведь конечная цель-то хорошая, не так ли? Но не тут-то было, скажу я вам. В следующий раз, когда вы подумаете критиковать кого-то или дать ему совет, задайте себе один очень интересный вопрос. Я действительно пытаюсь помочь в этот момент этому человеку? То есть я хочу, чтобы он изменился? Или я хочу потешить свое эго, убедив самого себя в голове, что я такой очень хороший, позитивный человек, вот я раздаю всем советы и пытаюсь улучшить этот мир? И если честно отвечать на этот вопрос, как бы странно то ни было, но оказывается, что в большинстве случаев нас не особо-то и заботит, изменится ли этот человек на самом деле по итогу или нет. Нам именно хочется потешить свое эго, при этом только у себя в голове. Но стоит при этом учитывать, что критика — это инструмент. Точно такой же, как и молоток. Молотком можно построить дом, а можно его же и разрушить. Тогда встает логичный вопрос. А в каких ситуациях действительно полезна критика и советы? На мой взгляд, они полезны в основном только в 2 ситуациях. Первый случай — это когда человек настолько преисполнился в создании чего-то, что у него просто-напросто уже замылился глаз. Он создает сотни песен, или создал уже, он настругал 1000 табуреток, или сковал миллионы доспехов или мечей. И вот настолько у человека замылился глаз, что он уже не может определить, одно лучше другого, к примеру, или где его недочеты, что он может улучшить. Но в таких ситуациях в основном дать ему действительно релевантный совет может только человек с подобным релевантным опытом, у которого просто незамыленный глаз. Либо же вторая ситуация — это когда тот или иной человек просто зазвездился, как у нас это говорится. То есть настолько посчитал себя великим, что теперь думает то, что все, что он творит, это де-факто идеально. Хотя, естественно, это не так. Но тут есть загвоздка с тем, что слушать этот человек будет только кого-то, кого он считает авторитетом. А такие люди мало кого считают авторитетом. Приведу здесь один пример, чтобы вы лучше понимали мою идею. Когда маленький ребенок пытается ходить, он только учится, он встает и тут же моментально падает. В этот момент вы начинаете ему объяснять, что он сделал не так, и как ему в следующий раз нужно поставить ногу, чтобы не упасть? Я думаю, нет. Обычно люди, напротив, просто искренне радуются за него и говорят: «Вау, как круто ты сделал!»
И на это есть пару основных причин. Первое — это банально то, что вы знаете, что он этого абсолютно не умеет делать, а значит, с первых попыток он это идеально и не сделает. Это попросту невозможно сделать идеально. И второе, вы просто-напросто радуетесь за то, что он старается быть лучше, то есть он изучает что-то новое, вместо того, чтобы он просто сидел на одном месте и всем своим видом показывал, что он научился ползать на четвереньках, и ему вполне достаточно. Теперь давайте вернемся в мир взрослых. В нем мы почему-то забываем обо всех этих аспектах и считаем то, что де-факто любой человек со старта все должен делать хорошо, или, если не делает, мы просто обязаны дать ему совет. И мы совершенно не помним о том, что когда человек начинает новое дело, он не так уж и сильно отличается от ребенка. По той причине, что он точно так же не знает, как это делать. Это точно так же для него новая среда. Он, в принципе, не совсем уверен, стоило ли ему это начинать или нет. И в большинстве случаев, поверьте мне, он видит все свои ошибки и, вероятно, даже лучше, чем вы. Я, конечно, не говорю о том, что если к вам подошел ваш 30-летний друг и сказал то, что он решил стать столяром и уже вытащил первую табуретку, вы должны радостно подбежать к нему, взять на руки, начать подкидывать и говорить: «Да, какой же ты молодец!» Вы как минимум просто надорвете свою спину. Но при этом все равно просто-напросто вспомните самого себя, когда вы начинали любое новое дело. Вы не уверены, вы смущаетесь своего продукта, вы без того видите, что эта табуретка кривая и одна ножка короче других. Действительно ли нужны ли вам эти советы и критика? Да, тут, конечно, можно возразить, и сказав, дескать, человек, который должен добиться своего, все равно добьется, несмотря на какую-либо критику, советы, укоры и все, что бы то ни было, и примеры этого в истории, к счастью, существуют. Но это либо лучшие из нас, которые обладают настолько непоколебимой верой в себя и в свой успех, что это просто фантастика, и таких, к сожалению, меньшинство, либо же это просто психопаты, которым в целом плевать на мнение общества, и они все время все делают вперекор, им просто наплевать. Но это не общая масса людей, это не те, кем в большинстве случаев являетесь вы или я. Дополню все мною вышесказанное тем, что мои слова в первую очередь относятся в ситуации, когда вы хотите дать свой совет близкому другу или родственнику. Именно их слова мы воспринимаем ближе всего к сердцу, и именно их критика самая тяжелая. В ситуации, когда вы просто выложили какой-либо пост в интернете и получили кучу гневных комментариев, на мой взгляд, это именно тот случай, где нужно научиться работать с критикой. Да, здесь нужно уметь ее правильно воспринимать, уметь ее анализировать. Возможно, если вы получили слишком много гневных комментариев, стоит задуматься, а действительно ли вы делаете все правильно. Чтобы заключить все и подытожить эту тему, хочу сказать то, что если вы хотите дать кому-то совет или покритиковать, в частности, близкого друга или родственника, задайте себе мой предыдущий вопрос. Я хочу этому человеку помочь или я хочу потешить свое эго? И даже если здесь вы отвечаете то, что вы действительно хотите помочь человеку, задайте себе еще и второй вопрос. Я могу ему помочь или нет? То есть мой совет будет релевантным или абсолютно бессмысленным. Быть может, этот человек и без меня видит эту вещь. Он уже видит эту проблему, и я просто очередной раз ткну на нее, хотя в этом не будет смысла. Или, к примеру, я вообще не смыслю в этой теме, и это значит то, что мой совет не будет иметь смысла, и, возможно, это даже гадкий совет, по той причине, что я вообще не понимаю, что там происходит. Ну а с вами был Галай, до встречи в следующем ролике.